В последнее время природные бедствия все чаще происходят на нашей планете. Рост температур на Земле ускоряется. В ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары. Всем привет! С вами Финемор. Периоды аномальной жаркой погоды в США и Канаде, наводнения в Европе и Китае, а также лесные пожары. Рекордные значения температуры воздуха зафиксированы в Турции и странах Северной Африки, тогда как в Бразилии и Южной Африке, наоборот, отмечаются небывало низкие значения температуры воздуха. Ночью 24 июля в центральную часть ЮАР пришли морозы. В 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кемберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений. Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег. Из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги. Резкое похолодание пришло на юг Африки из Антарктики. В настоящее время в южном полушарии в разгаре зима. Над Антарктидой холодно. Антарктические моря покрыты льдом, в связи с чем в определенных условиях случаются вторжения холодных антарктических масс. Подобные аномалии происходили не только в Африке. Такое случилось и на юге. В частности, вторжения холодных воздушных масс достигали среднеземноморских широт. В Йоханнесбурге температура воздуха упала до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холодов, минус 6,3 градуса, был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года. Немецкий метеоролог Йоханнес Квас считает, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколькими десятилетиями назад. При этом, если выброс вредных веществ начнет сокращаться уже сейчас, то температура воздуха на Земле к концу века все равно повысится на 0,8 градусов. Температура воздуха с годами будет расти, лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в 20 веке. 54-градусная жара наблюдалась в Долине Смерти, побит рекорд самой высокой температуры на Земле. Долина Смерти – это равнина на западе США, расположенная к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада, штат Калифорния. В крупных американских городах, таких как Лас-Вегас, Фресно и Рейдинг, воздух может раскалиться до 48 градусов Цельсия. Минувший июнь в Соединенных Штатах был самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В новом исследовании, опубликованном 7 июля, говорится, что жаркие дни на северо-западе США – редкое природное явление, которое происходит один раз в 1000 лет. Но если человечество продолжит загрязнять атмосферу, такие экстремальные волны тепла будут происходить каждые 5-10 лет. Исследование, проведенное канадскими учеными, показало огромное влияние таких волн тепла на морскую жизнь. Во время июньской жары зафиксирована гибель около миллиарда морских существ в акватории рядом с Ванкувером. Об этом заявил профессор Кристофер Харли. «Я работаю здесь 25 лет и не видел ничего подобного», — сообщил ученый. Среди погибших морских существ в основном мидии, морские звезды, крабы и моллюски. Это предварительная оценка, основанная на объективных данных, но я обеспокоен тем, что она существенно занижена, сказал Харли в интервью. В Средиземном море тропические пришельцы начали вытеснять местных обитателей. Температура воды в Средиземном море повышается на 20% быстрее, чем в других морях и океанах, что приводит к вторжению тропических морских обитателей, которые уничтожают местную фауну. Средиземное море быстрее всех остальных населяется новыми видами морских обитателей, около 1000 новых инвазивных видов, 126 из которых рыбы, проникли в Средиземное море через Суэцкий канал, так называемая Лесепсова миграция.
что привело к сокращению популяции местных видов в некоторых районах до 40%. Прогноз. К 2120 году вымрет 20% крупных обитателей океанов. Сегодняшнее Средиземное море уже не то, что было раньше. Его тропикализация идет полным ходом. Изменение климата – это не будущее, это реальность сегодняшнего дня. Количество местных моллюсков в водах Израиля сократилось почти на 90%. Инвазивные виды, такие как европейская химера, морской заяц, обитатель Атлантики, уничтожающий кормовую базу местных видов рыб, составляет 80% улова рыбы в Турции. А южные виды, такие как барракуды и темные групперы, окунеобразные обитатели Индийского и Атлантических океанов, стали обычным явлением в северных водах Лигурии. Человечеству придется приспосабливаться к новой реальности, обучаясь ловить и готовить морских зайцев, медуз и другие новые виды, которые ранее не водились на тех территориях. Тропические виды медуз, опасных для человека, распространяются все дальше. Это происходит как из-за потепления воды, так и по причине большого перелова рыб, в том числе и тех, которые конкурируют с медузами за кормовую базу. Воды Средиземного моря стали удобны для колонизации. Традиционные обитатели Красного моря и тропических морей и океанов проникли в Средиземное и Эгейское море. Среди них крылатка, которая способна увеличивать объем желудка в 30 раз, чтобы вместить добычу, иглобрюх и скаты. На шельфе Израиля, который нагревается быстрее остальных регионов Средиземного моря, осталось всего от 5 до 12 видов морских обитателей, которые жили там традиционно. Вывод. Страдаем не только мы, люди, изнывая от жары. Меняется вся флора и фауна. Такими темпами и мерзлота не вечна. Арктика – главный барометр состояния климата Земли. Возможно, уже в скором будущем льды одного из двух основных холодильников планеты, где сосредоточены колоссальные запасы углеводородов, большей частью растают. И это принесет далеко не только благо, вроде круглогодичного плавания по Северному морскому пути. Велика угроза для уже созданной промышленной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, ее устойчивости, прочности. Негативные последствия уже наблюдаются из-за стремительного изменения климата в районах Приполярья. Частичное разрушение нынешней весной автотрассы Салехард-Надым, построенной всего полгода назад и уже закрытой на ремонт. По мнению ряда экспертов, одной из причин порчи трассы стало использование технологий, рассчитанных на относительную незыблемость многолетне мерзлых пород, а они уже не выдерживают расчетную нагрузку, плывут. Придется из-за потепления менять технологии. Для этого региона 2020 за всю историю метеонаблюдений стал вторым небывалым теплым годом, а для российской части без прецедента теплым. Процесс продолжается. Рекордно высокая температура 19-24 градуса установилась в восточной зоне Ямало-Ненецкого округа. Настоящими островами тепла в тундре и лесотундре стали города. Таяние грунта здесь наиболее ярко проявляется. В Якутске 8-метровые сваи сегодня лишь на 3 метра находятся в мерзлоте. Полвека назад это казалось немыслимым. Льды отступают под воздействием автотранспорта, плотных коммуникаций и жилой застройки, промышленных узлов. На севере Гыданского полуострова проход тепла на 10 сантиметров глубже обычного привел к метановым выбросам на поверхность сгнившего торфа, а он притянул к себе дополнительное солнечное тепло. На новой земле из-за потепления климата появились бабочки. На северных территориях понятие «вечная мерзлота» уходит, и нам нужно научиться управлять тем процессом, что сейчас происходит. Каждый такой регион должен понимать, что же с ним будет через 20-30 лет. Возможно, он перестанет быть северным или вдруг станет сельскохозяйственным. К этому нужно адаптироваться. За погодными аномалиями последует смягчение климата в целом на планете. Но в режим аномалий Арктика переключила планету надолго. Под снегом оказался Афинский Парфенон и Стамбульская Айя София, Пароша в Ливии и Сирии. Снег выпал даже в Египте,
правда сразу растаял. Это не аномалия, а новая реальность. У воздушных потоков новая мода. Если раньше они перемещались горизонтально вдоль широт, то теперь все чаще волнообразно. Гигантские изгибы высотных ветров называют волнами Россби. Ледяной воздух из Арктики они забрасывают все дальше на юг, а теплые ветра Атлантики все севернее. Полмира укрыло снежным одеялом. Ученые винят глобальное потепление, точнее потепление в Арктике. Вместо привычного циклона зимой – антициклон. Он и запускает те самые волны Россби, которые удивляют южан снегом, а жителей Сибири – оттепелью. Арктика – это кухня погоды. Температура там растет в 2 раза быстрее, чем в среднем на планете. О причинах идут споры. Прошлым летом на полярных станциях были побиты температурные рекорды за 50 лет наблюдений. Уже пострадали белые медведи, моржи уходят со льдин, лишая хищников кормовой базы. Все-таки льды растают не скоро. Надеемся, ближайший прогноз оптимистичный. Когда лед еще больше растает, то воздух над арктическими морями будет уже не холодный, а довольно теплый. И вот эти холодные морозы во второй половине зимы прекратятся. Но это случится в перспективе где-то 10-20 лет. В занесенных снегом Альпах уже готовятся. Владельцы горных курортов серьезно обсуждают, что делать с трассами на небольшой высоте, когда снега там больше не будет. Так что заасфальтируют склоны и будем кататься с них на роликовых лыжах. Природа никак не унимается, испытывая на прочность все человечество. Юг затопило. На Транссибе унесло мост. Годовая норма осадков выпала за ночь в Китае и Индии. И все это пугает не только нас, обывателей, но и ученых. Интересно, обратимы ли изменения на планете? И сможем мы все это выдержать? Практически все континенты прошли под знаком природных аномалий, поделивший карту Земли на зоны стихийных бедствий. Разрушительные наводнения заставили врасплох Западную Европу. Только в Германии погибших 170. Великобритания стала не туманным, а водным Альбионом. Российский юг тоже не отпускают ливни и ураганы. А в США, Канаде и Турции полыхают леса. По всем признакам начались изменения планетарного масштаба. Кто-нибудь из вас задумывался, что же происходит? Дороги засушливой Индии внезапно становятся реками. Старый свет ушел под воду. Атлантида? Глобальные катастрофы не покидают нашу планету. Конец света? Может, просто нас не предупредили? Быстро развивающиеся паводки – это паводки, время формирования которых составляет до 6 часов от момента выпадения дождя. Представляете, какой должна быть система оповещения, моментального прогнозирования во время развития такой обстановки? Пейзажи вымазаны грязью, речным илом, груды мусора – это остатки раздавленных стихией домов, машин, лодок. Пропитанная канализационными водами тихая стерильная Европа. В Японии и Китае страшные песчаные бури, пожары в Канаде, в России горят Карелия и Якутия. Как вы думаете, что происходит? Апокалипсис или все-таки закономерность и проявление природы? Реалистичное объяснение климатических аномалий в России, блокирующие антициклоны. Года 2 назад высокотемпературное цунами накрывало Европу, то сейчас антициклоны прочно поселились над северо-западом и центральной Россией. Воздушные массы закупорены. Вот вам и невероятная жара. Они не пропускают циклоны, которые могли бы принести дожди и снижение температуры. Парниковый эффект. Льды исчезают, мерзлота тает. В России на вечной мерзлоте стоят города и заводы. Как оказалось, по последним событиям, мерзлота не вечна. Разница температуры между Арктикой и экватором становится не такой радикальной. В Арктике наблюдается значительное число деформаций. Примерно 40% зданий и сооружений сегодня уже деформированы. Последствия таяния могут быть катастрофическими для нашего севера. Воздействие парникового эффекта. Гигантская трещина образовалась в Антарктиде. Айсберг площадью в Санкт-Петербург откололся от ледника Бранта.
Вроде как процесс естественный. Каждый год что-то откалывается от Антарктиды. Но прогнозы неутешительные. В течение 20-го столетия у нас вроде все хорошо. А вот в конце текущего столетия вечного льда в Арктике почти не остается. Климатические изменения повлияют не только на человечество, флору и фауну, но и на политику. Допустим, льда не будет. Для наших конкурентов откроется Северный морской путь. Пока Россия с ледокольным флотом контролирует этот стратегический и труднодоступный морской участок. Стратегический вопрос для России. Различные войны, а теперь еще и климатические. Разработан уникальнейший прибор устройства, опередивший время и ближайших конкурентов. И кто им владеет, как говорят? А он у нас уже есть. Тот победит в климатической войне. Мы опережаем наших ближайших конкурентов – США, Европу, Японию, Китай, отметил Александр Родин. Что же это за устройство? Прибор с высокой точностью управляет частотой лазера. Он называется гетеродинный спектрорадиометр. Раз с высокой точностью парниковые газы не может измерить никто, кроме России, выстраивается бизнес-модель, как прибор использовать. Например, в Москву стекаются данные из США, Австралии и Антарктиды. Мы строим глобальную картину, какие должны задать ограничения на развитие промышленности в тех или иных регионах, управление ресурсами, чтобы нашей планете было хорошо. Вот так-то вот. Изменение климата приводит к новым изобретениям. Хорошо это или плохо, время покажет. В перспективе, чего нам ждать дальше от природы? Перепады сезонных температур все резче, погода становится экстремальнее. И все-таки нынешняя жара не является показателем изменения климата. С увеличением глобальной температуры, с глобальным потеплением частота и интенсивность таких событий будет увеличиваться. На ближайшее десятилетие все же прогнозы неутешительные. Если сейчас привычная для большинства людей мира среднегодовая температура колеблется в пределах 11-15 градусов по Цельсию, то уже через 50 лет почти треть населения Земли будет жить в регионах, где этот показатель будет превышать 29 градусов. На сегодняшний день в таких климатических условиях располагаются менее 1% суши. В основном это самые жаркие точки пустыни Сахара. Однако, если прогнозы ученых окажутся верны, к 2070 году такой температурный режим будет преобладать почти на пятой части суши. Как вы думаете, сможем ли мы выжить в таких условиях? Наши предки тысячелетиями жили, где среднегодовая температура не превышала 15 градусов. В таких климатических условиях физиология современного человека формировалась по меньшей мере последние 6000 лет. И именно к ним наиболее приспособлен наш организм. Вот так-то. Делаем выводы. Неуклонное повышение температуры угрожает уничтожить эту температурную нишу. По мнению ученых, это неизбежно приведет к катастрофе. Глобальное потепление окажет существенное влияние на целые экосистемы, а также серьезно отразится на здоровье людей, системах жизнеобеспечения, продовольственной безопасности, запасах воды и экономическом росте в целом. По-простому, в таком климате человечество не сможет себя прокормить и обеспечивать достаточным количеством воды. Это уже не говоря о том, что жара способствует широкому распространению инфекций. Если планета продолжит нагреваться, через несколько десятилетий мы окажемся в условиях, непригодных для жизни. Профессор Университетского колледжа Лондона и основатель Института изменения климата и окружающей среды сэр Брайан Хоскинс всерьез обеспокоен тем, что в некоторых регионах реальность может оказаться куда страшнее любых прогнозов. Климатические модели описывают то будущее, в котором мы окажемся при удачном стечении обстоятельств, если нам повезет. И заложенные в них оценки могут оказаться слишком консервативными, предупреждает он. Принятое 5 лет назад Парижское климатическое соглашение пытается удержать повышение среднегодовых глобальных температур в пределах 1,5–2 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. Однако эксперты говорят, что интерпретировать эти цифры нужно предельно аккуратно. Упомянутые 1,5–2 градуса – это средняя температура. В реальности же разогрев планеты происходит крайне неравномерно, и участки суши нагреваются значительно быстрее,
чем поверхность Мирового океана. В Англии средняя температура календарного лета с июня по август за последние 100 лет уже выросла на 2-3 градуса, а сразу в нескольких городах Канады и на северо-западе США в июне была зафиксирована температура, превышающая рекордные показатели прошлых лет сразу на 5 градусов. Локдаун дал планете передышку, но на пользу все-таки не пошел. Если расчеты британских ученых верны, и к 2070 году планета в среднем нагреется всего на 3 градуса, то на суше привычные нам среднегодовые температуры вырастут примерно на 7,5 градусов, а планета нагревается все быстрее. По данным последних исследований, ежегодно снежно-ледниковый покров Земли сокращается почти на 90 тысяч квадратных километров, что вдвое больше площади всей Эстонии и сравнимо с территорией Азербайджана, где вода зимой все еще замерзает. Это с каждым годом происходит все позже, а весной лед тает все раньше. За счет этого с 1979 по 2016 год мир в среднем потерял уже примерно 10 дней зимы. Одна из авторов закона об изменении климата, принятого в Великобритании в 2008 году, баронесса Вортингтон, считает возможно, что точка невозврата вот-вот будет пройдена, и отыскать выход из сложившегося климатического кризиса уже не удастся. Если раньше мы говорили, что ученые обеспокоены сложившейся ситуацией, то больше они не беспокоятся, говорит она. Теперь они чертовски напуганы всерьез. Ученые Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии раскрыли, что облака будут усиливать глобальное потепление в долгосрочной перспективе, что еще больше усугубит изменение климата. Самую большую неопределенность в прогнозах чувствительности климата представляют собой облака, которые в зависимости от плотности и высоты формирования могут либо усиливать, либо ослаблять потепление. Низкие облака оказывают охлаждающий эффект. Они препятствуют проникновению солнечных лучей к поверхности Земли. Однако высокие облака опасны тем, что улавливают энергию, излучаемую поверхностью, мешая ей уходить в космос. Ученые проанализировали взаимосвязь между климатическими условиями и данными спутниковых наблюдений за облачным покровом. Они выявили высокую вероятность, более 97,5%, того, что облака будут фактором усиления глобального потепления, отражая меньше солнечной радиации обратно в космос. Удвоение концентрации СО2 приведет к потеплению примерно на 3,2 градуса по Цельсию, что в свою очередь приведет к катастрофическому изменению климата. При этом специалисты достигли самой высокой степени достоверности среди всех подобных исследований на сегодняшний день. Данные за 750 тысяч лет, полученные учеными совсем недавно. Вывод, который можно на их основании сделать, любопытен. 3 предыдущих межледниковья, а мы сейчас живем в такой же период, были гораздо теплее по сравнению с нынешним. Иными словами, глобальная температура в современную эпоху все еще на 1,5-2 градуса ниже, чем была в то время. А ведь тогда на Земле еще не появился человек, и вину за природные катаклизмы возлагать было не на кого. Отсюда следует, что хотя деятельность человека и может воздействовать на климат, но колебания температуры на Земле не выходят за рамки естественных изменений, присущих всей последней геологической эпохи. Словом, в природе сейчас не случилось ничего экстраординарного. Все нынешние феномены уже происходили тогда, когда человека еще тут не было. Не стоит бояться правды, пряча голову, подобно страусу в песок. Не стоит надеяться и на то, что кто-то когда-то прилетит к нам и всех спасет. Есть одно очень хорошее высказывание в тему. Возможно, вы его помните. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.